Друзья, всем привет! Прямо сейчас мы начинаем этот выпуск, находясь в самолете. И буквально через минуту мы будем взлетать. Мы находимся сейчас здесь всей нашей большой, можно сказать, командой. Девочки сидят, волнуются, переживают первому в жизни их взлету. Мы летим в Москву. Дядя Дима с Москвы приехал. Ого. А были в Москве? Нет. Ни разу не были? Нет, ни разу. А хотели бы побывать? Да. Я больше всего хочу увидеть Кремль. Если у нас получится собрать на моем ролике, либо на Димином ролике 100 тысяч лайков, то тогда, благодаря этому, у нас получится вывести девочек, возможно, в Москву, либо я приеду к Диме. Это будет 4 дня, насыщенных разными эмоциями, впечатлениями, мероприятиями. И мы все надеемся, что они эту поездку запомнят на всю свою жизнь. Те, кто не видел историю Петра, его дочерей, всех тех изменений, что в жизни у них произошли, в описании я оставлю ссылку на плейлист. Переходите, посмотрите, вы зародитесь нереальными эмоциями, я думаю, на долгое время. Подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на наш инстаграм, и прямо сейчас мы взлетаем. Вас не узнать вообще. Да, Петр Петрович. Прям модненький такой. Классно вообще. Да, Саша с нами едет. Вот у нее вот такая вон конструкция. Тебя тоже не узнать. Да мы посидели, Ну что, привет! Как дела? Ты думала, у меня ее нет? Ну пойдемте, давайте, а то дождь идет, чтобы не мерзнуть. Саша тоже летит с нами. Эту поездку планировали уже очень давно, и в принципе съездить в Москву, там увидеться с ребятами, немного отдохнуть, потому что вот 2,5 года мы вообще никуда не ездили, были только в Новосибирске, ну не считая наши выезды. Поэтому вот едем все вместе. Мандраж? Ага, мандраж. Страшно. Не очень. Рассказывайте, как начался сегодня ваш день? Мы проснулись, потом начали там одеваться, покушали, пошли на остановку, подождали, потом автобус приехал. Мы сели, поехали, я уснула. Лида 1, я 2, Юлька 3. В салоне был такой аромат, который прям вообще тошнил, еще и голову кружило. Неприятно пахло, да? Да, приехали, пошли в кафешку, там все заказали по одному этому чебуречку или как там. Юля одну сосиску в тесте взяла, я тоже, еще солянку. Вы видели самолет хоть раз вот Да, вблизи? мы когда выходили с автобуса, мы увидели самолет, как он разворачивался. Да. Ну, вы издалека видели самолет? Да. Как вы себе представляете вот полет, взлет, посадку? Дядя Ваня говорил, что взлет и это когда садится, страшно. А когда так лететь, не страшно. Постарайтесь еще, девочки, в самолете поспать. У нас сегодня будет очень насыщенный день. Нам нужно будет посетить много мест. А вы знаете, на какой высоте мы будем лететь? Нет, Из какой... 500 метров. Очень высоко будет. Вы даже не будете видеть ни город, одни тучи будут из окна. А с какой скоростью, знаете, самолет летит? Нет. Самолеты 800 километров летят в час. быстро. Да. Обычные пассажирские, они, да, 750, это примерно. Да. Живу как пуля такая. Ну, как пуля, да, как на ракете. Вау, как они такие красивые, еще и большие. Вау, самолет приземляется. Там еще один летает. Вот это вот наш самолет стоит. Вот этот? Да, Вот этот первый? да. Это наш. Это наш стоит. Все, давайте заходить. Идем? Да. Только не беги. Страховая! Очень круто. Смотри, какой мотор огромный. Видишь? Сразу говорю, я плакать буду всю дорогу. Девочки немного начинают паниковать. Красиво. Юля молодец, уже пристегнулась. Страшно? Нет. Тебе нет? Наоборот, классно. А как думаете, Ксюше сейчас страшно? Да. А плакать она будет? Да.
Ты думаешь, будет? Я думаю, нет. Ты думаешь, нет? Ну, может, нет, потому что она там Саша, наверное, сидит. This aircraft has 8 emergency exits. The emergency exits are located in the front, middle and rear part of the aircraft. The exits, please locate the nearest exit that may be in front or Это behind you. безопасно, знаешь, сколько людей При падении давления в Самолет кабине это самый кислородные безопасный маски транспорт. попадают из верхней Даже на панели. машине опаснее Это ездить, иначе чем на капелька самолете. прessure. Сама себя напугала. Дамы и господа, в полете мы предложим вам питание и напитки. Также вы можете заказать закуски и напитки из платного меню Sky Cafe. Что-то Петрович тоже ни разу не летал. Так же, как и девочки, ему тоже очень-очень любопытно. Поэтому мы пристегиваемся. Сейчас вам покажем взлет. У меня крылья шатаются. Это нормально. Какой нормальный. Как там Сара едет? Сейчас мы на полосу сначала в очередь станем на взлет, а потом ты почувствуешь резкий такой, как это, старт, Окна Welcome aboard Boeing 737 а кузов aircraft. алюминиевый. Our aircraft is named after the Это не prominent железо, это алюминий. А что они железо сделали? Ну, алюминий легкий. Safety and comfort to deal with the best to make it fantastic. Все хорошо. Сейчас немного ушки заложим. Первый взлет девочек. Нормально все? Все нормально. Блин, такое ощущение. Дыхание захватывает или? Дыши, вдох сделай. Сделай вдох, выдох. Все нормально. Все, уже взлетели, уже все хорошо. Все. Смотрите на гору. Все, успокойся, дыши. Вы слышите? На аттракционе так страшно не было, да? Дождь идет, а тут нет дождя. Ну да. Да. Уши закладывают. Кажется, то, что дядя Игорь добрые, ну, добрый, а дядя Ваня это специально в самолете злые шуточки специально делает, чтобы все боялись. О, мы сейчас приземляться будем. Да, мы садимся. Двумя руками бери, стоите. Ой. Ай. Вот закачаю. Да ничего страшного нет. Что? Это что? А, это когда тормозят. Как тебе первая посадка? И взлет? Офигенно. Лучше, чем взлетать? Ага. Девочки и Петр совершили свой первый полет в жизни, первый взлет, первую посадку. Сейчас мы выходим в аэропорт, и там нас встречает наш на сегодня экскурсовод. А кто он, чуть позже увидите. Первое впечатление. Да, нормально, чуть вообще не понял. Не поняли, да? Что произошло? Страшно не было ни разу? Вы что прихрамываете? Да, вроде на гвоздь я доступил еще 3 дня тому назад. На гвоздь? Ну,
до 150 Сильно? приедет. Да, ну надо. Нам ходить там много вы Да я, знаешь, не просто так, посидишь маленько, долго будет. Ну, по идее, нормально должно быть, да? Нормально вообще. Где-то нас должен встречать наш экскурсовод. Здорово. Привет. Я говорю, где же наш экскурсовод? Игорь? Василий. Привет. А у нас прямой эфир, да, у нас еще лучше. Ты в инсте? Да, мы пошли дальше. В общем, девчонки прилетели. Да, мы все в сборе. Как долетели-то? Нормально. Все круто. Первый раз же на самолете летели. Да, у нас Ксюша плакала, а девочки были счастливы. Но высоты боится. Готовы? Готовы, конечно. Все тогда, да, ребят, ну всё, Едем надо заселяться. У нас Василий Долго Васильевич ждали-то, нет? Да, нет, я потерялся чуть-чуть. потерялся здесь. А, ты один приехал? Да, на такси. Он, кстати, Ничего себе. ехал к вам почти столько же, как вы летели. А, ну что, пробки? Ну да, плюс пробки. Это вот Москва такая вот. И потом домой обратно также. Да, уже не привыкать, я говорю, привык уже. Наш план такой. Я, кстати, Игорь, тебе звонил и сам тебя спрашивал про план. Ты говоришь, мы поедем сразу с аэропорта. Ну и, в общем, я так и планировал. Да. Правильно, сейчас доехать до центра, Ага. потому что мы находимся в Химках. Сейчас О, я блин, вызову. тут стройка что-то везде. Ну, у вас. это Москва. В Москве, на самом деле, Всегда стройки. реально, если ты не побываешь 3, 5, там, 6 месяцев в каком-то месте в районе, Да. ты то приедешь, его не узнаешь. узнаешь то, что уже меняется автомат. Ну, если я говорю, не был вот последний раз в Так, этих это у краях нас был какой где-то выход? 8 лет. А ты в Москве тоже, да, давно не был? Ну, 8 лет не был где-то Но примерно. он будет вашим Обалдеть. экскурсоводом. А так я Москву все знаю, ну логически, да, что-то изменилось, где-то улицы поменялись, а так факт Москвы, и она осталась Москвой. С погодой, конечно, мы маленько не угадали. Не, это московская погода обычная, так что вы угадали. Обычно. Осенний, Это да. обычное ощущение, московская погода, она такая Так что всегда. привыкайте к этому. Так что привыкайте, да. Мы едем сейчас на Красную площадь, Красную, да. отправляемся гулять, смотреть все эти красоты. Вы что-нибудь успели понять? Я да. Пробки. И все. Так же, как и обычно. Смотрите, вот видите, точка А и точка Б. И вот мы будем жить вот на таком расстоянии. То есть минут 7 пешком. Точка Б, точка А. Недалеко же? Нет, это вроде как нет. Далеко? Да. В рамках Москвы это очень близко считается. Пешком, кстати, можно поставить 11 минут показывает, 1 километр. Прям вообще недалеко. Саша сейчас поедет домой, а мы едем на метро, потому что безумные пробки. Что за нереальное. О, какая красота! Просто посмотрите. Дома с подсветкой, старинные. Здесь... Дима, это что? Гостиница? Очень красиво, конечно. Москва это очень большой город. И поэтому все здесь перемещаются пешком. Шутка. Пешком здесь никто не перемещается. Мы сейчас идем в метро и поедем на Красную площадь. У нас, наверное, будет этот выпуск такой больше лайв, как мы гуляем, какие-то наши эмоции, походы по разным местам. Нет какого-то сюжета такого, а именно просто мы снимаем, что по факту есть. Да. Дима говорит, не теряйся, иначе тут в толпе можно потеряться. Уже чуть, да, не потерялись в метро, только зашли и уже все сносит течение. Дима взял 60 поездок на метро, 60, можно сказать, пароходов. Дима сейчас похож на человека, который строил акцию «Бесплатный проход людям». Ну, вроде как бы есть, да. Сюда. Отходите направо, здесь ходят люди. Сюда. Видишь, люди? А то вас снесут, если вы здесь будете стоять. Погуляем по площади и пойдем, наверное, покушаем. Через одно очень красивое здание. То есть чередуется старая архитектура, новая, хай-тек, вот эти все названия умные. Девочки, мы ехали в такси, девочки через каждое здание. Вау, круто. И вот, конечно, в этом плане прикольно, что они очень много эмоций получают, а мы только-только приехали, можно сказать. Ксюша с Юлей, они первый раз в метро. Проходим. Едем до станции театральной. Коронавирусом уже переболел, но... Ой, чуть не упали. Но с такой плотностью населения и нахождения людей на 1 квадратный метр заразиться, конечно, ковидом очень высокая вероятность. Дай бог, чтобы все нормально
Сориентировалась? Да. Молодец. Что было прикольного, интересного, что понравилось? На этом лифте и на это подземном. На эскалаторе? Да. Красивые необычные дома и окрасы. Мы находимся на станции метро Театральная. И сейчас пойдем на Красную площадь, самую главную точку страны. Сколько у нас Кремлей, Василий? 9 штук, 9 Кремлей по всей 9 России. Кремлей. Это Ярославле, вот Кремль, во Владимире Кремль, в Новгороде Кремль есть. Там их 9 Кремлей. Ну ты все. Я даже такого не знал. Василий образованный молодой человек. Логически надо быть ко всему готовиться и знать хотя бы более-менее оптимальную базисную тему вот эту. Да. Тогда нам нужно было не Диму экскурсоводом назначать, Так, а Василий Василия вообще-то к вам и вызвался. Да, мы вместе, вот, грубо говоря, будем. рассказывать. Да. Как узнал, что вы приезжаете, говорит, я хоть не был 8 лет в Москве, Да, но Москву покажи. Прям тут сразу аттракционы какие-то, коняшки. Красиво, да, Петр Петрович? Сейчас вечером вообще будет огни зажигаться, будет вообще красиво. Сразу с корабля на бал приехали. Можно так, наверное, назвать. В школе вот изучать строй, вот Василий Блаженный, вот собор. Был собор вот этот построен, он очень давно, во времена царствования царей, вот он разноцветный. Был раньше действующий во времена царствования царя, а вот сейчас он дал как наследие ЮНЕСКО. Его нельзя не разрушить, ничего, он под охраной, короче, всемирного наследия ЮНЕСКО. Вот это у нас получается вот там вот недалеко от башни, вот Спасская башня. Но только обидно, до нас не дошло время, то, что раньше часовой механизм, его создал часовщик такой, но во время наполеонского, вот Наполеон когда нападал, ну, его пришлось как раз сжечь, сожгли. Ну, восстановить его полностью не восстановили. Пытаются, но отреставрировать полностью механизмы старого образца не получается, заменять новыми. Я, кстати, читал, что это не самые большие часы. Да, а были раньше большие они. Да, самые большие на МГУ находятся. Да, но они, видишь, здесь в том интерес, самый смысл в том, что механизм совсем очень сложный. Его до сих пор даже не могут вспомнить и нету, потеряли документацию. А еще я читал, что Красная площадь раньше не была красной, что она белой была. Да, по логике, фактически она так и считалась, да. Но сейчас она считается, да, красной. Смотрите сзади, как красиво. Она красной считается то, что вот из-за весь фасад красного цвета и оттуда вот. И здесь, как говорится, во время Великой Отечественной войны вот здесь маршировали, здесь встают, и здесь на 9 мая стоят. Вот. По телевизору уже смотрели вот. парады Отсюда Победы? все вот так приезжает. Вот здесь мы проходим вот до мавзолея, где у нас дедушка Ленин лежит. Василий так классно Я рассказывает, сам, да, я вообще честно сам говоря, в идешь и шоке. впитываешь, слушаешь. Да, я сам удивлен, да, потому что я сейчас просто в шоке нахожусь. Жалко, конечно, что у нас не получилось раньше приехать, что мы его ждали, пока Петру зубы доделают, там девочкам тоже делали. Если мы приехали, конечно, бы в летнее время, было бы получше, но в любом случае это все равно очень круто, что вот так вот девочек удалось вывести. Это ГУМ, как раз универмаг. Там внутри Гирлянды, что магазины ли, сейчас? находятся в А ГУМе. зачем столько много гирлянд? Гирлянд? Это для Да. красоты. Для красоты. Самое основное место, Я куда знаю, ходят когда на туристы, Новый нужно, год чтобы было надо красиво. гирлянды брать, я знаю где. Отсюда Москва- брать? Да, отсюда, в Москве. Не заметит вообще даже ни капельки. Я, кстати, ни разу вот не был, не спускался. Но здесь москвичи порой не бывает, понимаешь? Там здесь живут очереди дикие. веками, да, они вот. в основном стараются, видишь, надо вылавливать моменты тогда, когда его же частенько на реставрацию вот, увозят, да, не успевают, да. И вот, грубо, бальзамируют же постоянно, чтобы он определенно это держал. Заржавеет или что-нибудь случится. Ну, ухаживают за этим, есть специальные люди, организации, вот ухаживают специально вот за определенными местами. Как вам на Красной площади? Класс. Понравилось? Нравится? Офигенно. Столько эпитетов подобрала. Да, обратите внимание, где елка, вот елки, видите такие выемки, квадратики? Да. Там захоронения очень высокопоставленных людей, тех же генсеков, космонавтов. Да, Петр? Вот они вот квадратики. Их Да, кремируют, ну, попроще говоря, вот сжигают просто тело, сжигают вот мертвое. Ну да, и по... В баночку, да, и туда вот просто этот, как память. И вот не каждый удостоится этой чести. На картинках по-другому смотрится. По-другому, да? Да. Здесь намного это впечатляюще смотрится.
более масштабнее, Да, красиво, масштабнее, все ухожено. Прям, ухожено, да даже посмотреть, там грязи особо тут нету Ну, так практически если он нигде. ездит, постоянно эти машины моют. На параде Победы тоже там все чисто. Не, приятно посмотреть. Тем более, что блядь, старый стиль. В редких В городах царском стиле, блядь, да. ну, не увидишь так. Девочка, вы знаете, вот это вот круглое место, Да. для чего оно? А нам Нет, вот, Предложение, вот для чего видишь, может быть? просто круг. Да. для чего? А нам про это не рассказывали. Смысл то, что здесь и проводились казни. Собиралась толпа людей вот здесь в старину раньше. Казнить? Да. Сейчас у вас, вот, грубо говоря, у вас телефоны, интернет, а для людей это было развлечение. Еще из-за того, что это, если он виноват, чтобы его наказать, чтобы другим Да, неповадно было. Да, да, и неповадно, и то, что... Да, и другим интересно, неповадно да. было. Наглядно это демонстрация была. Своровал что-то, то тебе могут руку отрубить отрубать, просто. там, например. Второй раз, вторую руку Государственная отрубить. надо. измена, вот тогда уже казнили. Теперь отправляемся, Дима говорит, на какую-то там рядом соседнюю улицу, и там тоже прям очень-очень красиво. Первое впечатление о Василии я видел его в роликах у Димы. Как вы видите его в роликах, такой вот он и в жизни, ну, как я его вижу. Только он передо мной раскрылся еще со стороны, то есть видно, что человек образованный, воспитанный, скромный, знает историю, вот, с девочками пытается как-то наладить, найти контакт. Василий, как в плане экскурсовода, сегодня меня просто удивил, ему за это прям огромный респект и хороший парень. Рассказывает, объясняет, молодец. Мне казалось, что площадь намного больше. Больше казалось? Да, ну по телевизору по смотришь, как что здорово, прям- там это эффект столько просто техники, сколько там это входит сюда, проходит по Красной площади. Она, Не, ну Ассалим все равно большая. не, ну большая, но по масштабу Казалось, как больше. показывают, и как Ага. это, Как выглядит. да, как выглядит. выглядит места это. Вау, какая красота. Видела где-нибудь такое? Нет, это только когда в ТНТ идет Саша Таня, вот они здесь снимали тоже. Поделитесь впечатлениями. Класс. Мне очень понравилось. Мне очень понравилось, что улица и Красная площадь. Мне тоже. А мне понравилось, как сейчас на улице стояла кореянка. Она такая была красивая. Кореянка? Да. Кукрец вида. Дима пригласил в ресторан Да, веганский. Говорит, вы хоть раз пробовали вегетарианскую? Я говорю, что не ел, что там все любят мясо покушать. А тут, говорит, он что, говорит, там вот если заказать какой-то кусок соевого мяса, либо какое-то блюдо, говорит, не отличишь вообще. И вот Василий Это тоже вот, опыт имел. Я говорю, уже попробовал, а сказал тоже как-то. Я говорю, да, попробуем, то, что салат, вот это веганское. Тоже для меня был это шок. Но вроде человек крупный такой, вот смотришь, как ты без Да, мяса. что Дима крепкий, все равно при этом, что он 10 лет да, он вегетарианец. даже, видишь, смысл в том, что это даже яйца не ест. Да, молочку вот это. Вот, все это, да, только трава, белок он, грибы, вот это все, соевый, что-нибудь такое вот, оттуда берет. Я говорю, сначала первое время тоже в шоке был, а вот попробовал недавно, попробовать можно, не Да, пожалеешь. сейчас сходим К попробуем. этому надо только, знаешь, не то, что, как тебе объяснить, вот некоторые поедят, чуть не понравилось. Надо просто распробовать его и потихоньку, знаешь, мы как салат едим, быстро, и все. Да. А тут пережуешь, вкус попробуешь, уже ощущение того, что что-то другое по сравнению, что ты привык есть. Да. Спустя полчаса ты довел нас. То мы ходили кругами, искали. Ноги-то устали уже ходить, да? Я просила так. Где болит? У меня везде болит. Да. В 91 году я первый раз приехал в Москву, мне было тогда 10 лет. Я помню, я покушал мороженого и поездил на метро. Вот мне запомнилось именно метро, запомнилась Красная площадь. И вот представляете, я запомнил это и запомнил то, что в Москве мне понравилось.
И потом, ну, то есть, когда мы приехали, я сказал родителям, родители, а можно мы, ну, мама, папа, можно мы переедем сюда? Ну, и там родители посмеялись, в общем. Потом учеба была и так далее. Мне 20 лет, 25. Вот эта мечта, она стала отдаляться. Ну, то есть, что я перееду в Москву. Я же родом с Хабаровска. И в 30 лет, вот мне стукнуло 30 лет, я понял, что надо что-то менять в этой жизни. И я поехал в Москву просто на разведку. Реально. Вот я тебе наливаю. Взял сумки меньше, чем у вас. И остался. Ну что, сейчас будешь пробовать вегетарианскую еду. Выглядит аппетитно, да? Острый? Не, губы проветриваю, теперь ждет. Нет, на вкус как салат. Вкусный. Вкусный? Тебе ее... Друзья, нам принесли бургеры. Давайте посмотрим на состав вегетарианского бургера. Халапеньо, котлета, вместе с салатом, булочка какая-то странная. Вот, и говорят, что если попробуешь, ну, не отличить от обычного бургера. Вот давайте будем пробовать. Чистое мясо посадить, все равно отличишь. Ну да. Если нет поставить такое мясо, такое, и то попробуешь. На вкус поймешь. Все равно можно отличить. Ну и так в целом с первого неплохо. раза ты не поймешь. Да. Девочки едят вегетарианскую пиццу. Ну-ка, как? Отличается? Чем? Было вкусно, специфично, необычно, интересно. Я думаю, девочкам тоже очень понравилось. Ну, рассказывайте, объелись? Да, мне очень понравилось. Ну лучше какую? Пиццу мясную или такая? Или без разницы? Мясную или без разницы? Без разницы. Разница? Во, видишь, Дим, нет разницы, какую пиццу есть, с мясом или такую. Поэтому я вегетарианец. Да, значит, можно есть и без 2008 мяса. года. Да. Отправляемся смотреть апартаменты девочек с Петром. Дим, спасибо за ужин, как говорится. Пожалуйста, всегда Что пожалуйста. накормил такое-то, ну, приготовлено хорошо, между прочим, вкусно Да. приготовлено. Ну, обычно, когда вот люди слышат, что вегетарианцы, думают, какая-то постная, безвкусная еда. Нет, я тоже очень так думал, вкусная и сытная. что это там, вот только там овощи, например, там, или там Или еще что-то. травы поел. Есть, а здесь, оказывается, Да. вообще такое-то Прикольно получилось. прикольно, ну, вообще У вкусно. меня прям тоже первый опыт прикольно был, мне тоже понравилось. Спасибо Значит, за всё ужин. получилось. Да, все Спасибо. Спасибо, пожалуйста. Приезжайте в гости, повидите, увидите. Обязательно. С удовольствием приедем. Вот, так что... Там на каком что- этапе уже сейчас все у вас? Почти, можно сказать, процентов 70, наверное, 70-60 точно. Но там еще чуть-чуть, ну, ближе к воскресенью уже все закончится. Так То есть что- буквально за пару дней уже все доделают? Да, уже полностью. И как скоро говорится. новоселье Ну, на новоселье, как говорится, это просто сдача то, что само... объекта. Да, то, что там, ну, внутри по мелочам, это, как всегда, везде мелочи. То, что обшить чуть-чуть, помыть, Потом убрать, привезти, да, да. да, эту уборку, это уже совсем другое дело и по-быстрому. А Петр так- Петрович, хотите заехать к Василию? У него строят дом из глиночурки. Можно будет завтра съездить посмотреть. Если Можно желание посмотреть. будет, Мне тоже интересно, знаю, что с глины, да, как эти делают, глина, солома, это все замешивается, потом раз-раз в специальную да. форму, потом Солома подсушивают, здесь подсушивают, нет. Да, и да. ее это, потом с нее кладут, а также на такой самый раствор. Да. Да. Замешиваешь? А вот здесь у нас вместо соломы... Вместо соломы получается, чурка. Опилка. а? Опилки, да. Опилка А. или, ну просто опилка. Песок, опилки. А, глина. песок сюда добавляешь? Да, да, А, да. вот. А, ну да, песок это... Маленько усовершенствованная Нет, не усовершенствованная. Дело технология. в том, что, видишь, солома, она длинная, она не дает рассыпаться, порваться, поломаться кирпичу. А так как опилка мелкая, она может поломаться, значит, надо глину маяка обезжирить. Да, Василий Васильевич, спасибо за экскурсию. Не за что. Да, это вы лучший экскурсовод. Василий лучший экскурсовод, которого я видел. Давай, Вова. Ну что, до завтра. До завтра. Доброй ночи. А ты открыт, откровенный, это... Хороший, да, прям такой? Да, он не скрывает ничего, да, то есть напрямую сразу. Искренний, добродушный Искренне, да, такой, искренне, общительный добродушный такой, парень. что это... Сегодня по нас маленько по Красной площади поводил, тем более, значит, он начитанный, Да, хорошо, и образованный. это, образованный, то есть это, ну, нормально такой, это...
Дима, сколько на часах время? Время 22, 10 часов. 10 часов. И мы, получается, за день мы прилетели в 4 часа, пока такси ждали, пока доехали, вот приехали вечером, погуляли на Красной площади, вот все, что там вот есть вокруг, сходили, покушали, и все. И день прошел. Почти сутки девочки уже не спали, конечно, уже эмоции не те, уже устали. Мы еще Пора хотели ложиться. Москва-Сити, да? Сегодня. Да, мы хотели еще кучу мест сегодня сходить туда. Что-то мы не рассчитали свои силы, но у нас еще есть много дней впереди. Стоп. Ой. Вот эта комнатка нам досталась. Не комнатка, а квартира. Отдельные комнаты. Есть отдельные комнаты. Можно отдельную комнату? Девочки за целый день первый раз снимают обувь. Так, это ваша спальня, да? Юлька, это наша с тобой будет. Юлька, наша с Вам здесь тобой даже комната. на троих вам здесь живет хватит. Нет, Как это наша хватит, с или Юлькой. чё? Юра, отойди. Тихо. О, здесь вон какой большой диван. Вау, как здесь круто. Ой, здесь вот это зеркало, да? Чуть зеркало не разбило мне. Вот, значит, сонным, да, выйти из Не машины. говори. Так что все, вот постельное белье лежит, полотенце вытираться. Здесь постельное белье, телевизор есть, утюг. Так, ну здесь в душ, ну и кухонька. Нормально. Девчонки, да, вот подбирал вам вариант такой, чтобы поездка запомнилась в Москву. Сегодня что-нибудь успели понять? Все как в тумане? Как мы прилетели в город, был в тумане, так у вас весь день и прошел. Да, Красную площадь вы точно запомните. Давайте, ложитесь, отдыхайте, высыпайтесь. Нам завтра рано вставать. И ближайшие дни рано встать, потому что надо много всего увидеть, всего повидать. Давайте, спокойной ночи, мы побежали. Диме Да, тоже сейчас всем домой ехать. 9 или 8? 9? В 9, да, мы к вам уже придем. Так, ну что, друзья, мы с вами, я не знаю, либо прощаемся, уже увидимся в следующем выпуске через неделю, а может быть и будет еще продолжение, поэтому там уже посмотрим, как будет на днях, пока ничего обещать не можем. Но если это концовка выпуска, тогда, друзья, подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на канал Димы. Дима сделал для нас очень большое доброе дело для девочек. Организовал всю эту поездку, предоставил эту квартиру. Дима, большое спасибо. На самом деле, девчонки, да, то есть сам помню себя в вашем возрасте, и я тоже первый раз приехал в Москву и помню массу впечатлений, и мне хотелось вам такой подарок сделать. Ну и, собственно, Игоря в Москве повидать. Думаю, то, что вы еще сами до конца не понимаете, что с вами происходит. Да, это Но потом с точно осознанием, знаю. с возрастом придет 100%. Но точно знаю, эта поездка вам запомнится, поэтому Да. отдыхайте, гуляйте, Отдыхайте, наслаждайтесь. веселитесь, гуляйте. Поэтому Папа не разрешает. папа все разрешает, но все должно быть в меру. Все, девочки, давайте закрывайтесь тогда. Мы поехали. На этом мы заканчиваем наш выпуск. Увидимся с вами через неделю. Пока.